Друзья, сейчас мы покажем, как мы быстро обустраиваем спальное место в нашей вилле. А это наша фанерка, которую мы будем ставить на стуле. Мы хотим замерить рулеткой, сколько у нас здесь точно полезной площади. Мерить будем вот туда, до багажника, потому что ноги упираются именно в багажник, ну, по крайней мере, у меня. Хотим показать вам нашу обновочку, которую мы сделали сами. Это Лиля сделала, это сделал не я. Смотрите, какой кейс, чехол замечательный для нашей газовой плитки. Для сигнализации Starline A93. Вот где-то нашел его, в Валберес, по-моему. Ага, звучит как реклама, Александр Евгеньевич. Нет, ссылки не будет, там их много, в общем-то, но она, вот этот чехол очень хороший. Смотрите, какие удобные органайзеры. Раньше у нас такого не было. Раз, захотел телефон и достал его. Это подставка для обуви. И вот посмотрите, как хорошо сюда вписалась она. Малейший такой ветерок, это прям сразу щечки замерзают, руки замерзают. Вот так вот. Минус 6, минус 7 градусов уже. Очень холодно. Вот так вот мы сегодня привезли свои вещи. Сегодня нашим домом будет наша Нива. Сегодня мы налегке. Друзья, сегодня очень холодно у нас, и ночью будет 0 градусов. Поэтому спать мы сегодня будем в машине и даже, наверное, заведем двигатель. Нам нужно снять подлокотник. Он у нас не закрепляется, но стоит достаточно плотно. Поэтому мы его вот так выдираем и снимаем. Все. Так, устанавливаем свой стульчик. Вот так вот, плотно. Так, второй стульчик. Они идут вровень вот с этой сидушкой. А это наша фанерка, которую мы будем ставить на стуле. Посмотрите, мы сделали здесь в 2 слоя утеплитель для ламината. И вот такой вот резинкой просто закрепили, чтобы не елозило туда-сюда. Вот таким вот образом думаем, что будет нам теплее. Так. Да, так мягче будет. И мягче, и теплее. Теплее точно. Угу. Классно. Солнце уже практически скрылось. Уже достаточно так сумрачно. А мы вот пока раскладываемся еще. Так, наш инструмент, который мы возим с собой, это лопата, наша тренога, пила и щетка. Они вот так вот ровно туда заходят. Ну, заходит, конечно, гораздо больше всего.
все, Смотрите, вот так вот какой аккуратненько. Ага. Вот такое вот покрывало флисовое, недорогое совершенно. Но зато достаточно тепленькое получается. Спальное место. А спальники мы сегодня застелим тоже вниз. Потому что укрываться мы будем сегодня новым одеялом. Кстати, покажем. Да, новое сегодня одеяло. покажем. Тепленькое одеяло взяли. Протестируем сегодня. Угу. Ой, будет сегодня постель у нас мягкая. Так, как он там? Так. Мы хотим замерить рулеткой, сколько у нас здесь точно полезной площади. Мерить будем вот туда, до багажника. Потому что ноги упираются именно в багажник. Ну, по крайней мере, у меня. И получается, вот отсюда у нас... Ну, кстати, можно здесь и дальше провести, но нам не нужно. Сейчас посмотрим. Рулетка все покажет. Так, по одной прямой. Сейчас это сделаем. Сейчас. Чтобы ровно было. Так, и у нас получается, друзья, 166, ну давайте будем считать 165 сантиметров. Ой, я уже меньше сделал. Так, сейчас еще раз. Попытка номер 2. Да, оно у меня слетело просто. Ну, я видел 166 сантиметров. Ну так, чтобы правильно было. Тоже до упора, там, где голова уже упирается в кресло, в спинку кресла. Нет, если в спинку кресла, так будет больше. А вот именно горизонтально, чтобы. Вот, 166 сантиметров. Вы видите, да? Вот оно. Ну, не Вот. очень видно, но... Ну вот, 166 Да, сантиметров. 166 Ну, 165 сантиметров. будем считать. У меня рост был когда-то 170 сантиметров. Ну, с годами уже... На 2 сколько у меня? сантиметра, может быть, просел, да? Мужику уже 40 лет, 5-10, конечно, уже просел немного. Но поэтому я здесь помещаюсь прям вот впритык. Лиля хорошо помещается. А Мне вот в самый те, раз. кто выше 170, ребята, ну вот вы видите, здесь можно как-то положить ее дальше, сидушку, сделать угол, вывести вот так вот, на некоторых каналах показано. Но это будет уже угол, это не будет горизонтальная плоскость. Поэтому вот так. Если вы выше 170 сантиметров, короче говоря, вам будет не очень комфортно здесь спать. Ну, скорее всего. Да. Хотя, ну, комфорт для каждого свой. Либо так вот, по диагонали. А по диагонали, кстати, если спать одному, то, конечно, спокойно здесь можно развалиться. Кстати, вот Ага. мне интересно, вот там углубление, да, Мгм. такое, если туда ничего не ставить, ой-ой-ой, вот, да, мы коснулись его. По диагонали, Вот, ну, ладно, вот мы коснулись его. получается. По диагонали у нас получается 198 сантиметров. Ну вот здесь, вот на вот этой Да, точке, здесь потому уже что спокойно. вот сюда уже 198, 197. 197, если вот точнее, это 197. Там немного смазано было, уберем сантиметр, 197. Угу. Так, ширина. И посмотрим ширину сразу Так, заодно. вот оттуда пойдем. Так вроде бы ровно получается, вот самые откосы, да, то есть идут. Но здесь получается 1,4 сантиметра у нас. 1,4 сантиметра, вот так. Угу. У нас, кстати, в Коптиве было метр 5, по-моему, сантиметров, да? Странно. По ширине, видимо, они одинаковые. По ширине здесь спать точно так же нам с вами Да, вдвоем. по ширине Мгм. нормально. Как в Коптиве. Так что такие дела.
Вот теперь стало светло. Хотим показать вам нашу обновочку, которую мы сделали сами. Это Лиля сделала, это сделал не я. Смотрите, какой кейс, чехол замечательный для нашей газовой плитки. Вот так вот. Так, аккуратненько. Вот так, она открывается. И здесь еще сковородка внутри. Вот так вот. Смотрите. Угу. Ну, сразу тряпочку завернули. Угу. Вот. А здесь вот так вот у нас плита хранится. Если вдруг понадобится нам взять какую-то большую сковороду, то можно будет отцепить вот этот вот кармашек. Как удобно, слушайте. Да, вот Так, раз. положить сюда. вот сюда вот на плиту. И уже сюда И вот вот такую так вот большую-большую её уже сковороду. закрыть. Мгм. Вообще, о, ну, прилип сюда. Вообще, классный чехол. Я вот подумаю в машину забрать для своих нужд. А наполнитель вот мы сделали вот такой вот. Мгм. Из старого рыбацкого коврика, который уже прохудился Кстати, у нас. будет держать тепло. И бренчать не будет. Мгм. Вот такая вот печка. Ну, печка самая обычная у нас. Да. Плитка. Столик мы сегодня взяли с собой деревянный. Он уже изначально предназначенный для постели. Для завтраков в постель. Вот. И он очень удобен тем, что здесь бортики, которые не дают упасть, если что, чашки сразу. И сами ножки достаточно так устойчиво стоят. Поэтому для вот этих вот целей, мне кажется, это самый подходящий вариант. Ну и взяли с собой сумку с продовольствием. Здесь покажем, что у нас там в сумке сегодня с собой. Я даже, наверное, вот это не буду снимать. Заметно похолодало, и Александр Евгеньевич срочным образом И да, это дубак укутывается. А, кстати, мы взяли с собой градусник. просто. Да. Вот это. Сегодня повесим и будем следить за температурой. И влажность сегодня такая повышенная какая-то. Ух. Тепло? Да, вот это. О, Даже это спички с есть. зимы у меня остались, смотрите, спички. Здорово, здорово. Теперь покажем, что у нас здесь в сумке. Так. Сумка тоже такая хорошая, утепленная, с наполнителем. Ага, мы взяли с собой, значит, ну, у нас есть рамен, лапша быстрого приготовления, так сказать, корейская. Ну, есть тушеночка, но, скорее всего, мы сегодня тушенку готовить не будем. Есть колбаска, черный хлеб. Кстати, там где-то еще и белый хлеб у нас есть. И там уже ниже еще у нас, ага, не подступиться. Там есть еще и картошечка, лук, помидорки и всякое такое. Вот так вот компактно мы все упаковали. А, кстати, газовый баллончик тоже здесь возим. Вот в такой вот рукавичке джинсовой. Для печки, которую используем. Вот так вот. Сейчас будем готовить что-то вкусненькое. Если честно, мы до сих пор не решили, что будем ужинать, что будем есть на ужин. Но точно знаем, что это будет картошка. Сначала я хотела просто картошечку пожарить. А вот сейчас смотрю на Александра Евгеньевича, любителя тушенки. Тушенку я люблю, да. Вот. Вообще мы рассчитывали, что мы немножко грибочков насобираем и с картошечкой их пожарим. А в лесу. похоже, что сезон грибов уже все. Да. Отошел. Под этой осенней листвой упавшей, в принципе, их очень трудно найти. Но даже что-то- те, что остались, они такие очень-очень Очень трухлявые. старые уже, да? Старые, да. Гнилые такие. Угу. В общем, я помогаю Александру Евгеньевичу, но только морально. Сейчас что-нибудь приготовим. Потом залезем в нашу машину. Скорее всего, даже готовить будем сегодня в машине прямо. Вот, потому что очень холодно. Да, холодно И здесь, да. вытаскивать, ага, столик сюда. Что-то Кстати, не ветер очень-то сильный хочется. достаточно, да? Ага. И ветер еще даже здесь в лесу. Мгм. Даже здесь в лесу ветер прям ощущается так хорошенько.
Ну и воздух такой холодный. Конечно же, малейший такой ветерок, это прям сразу щечки замерзают, руки замерзают. Вот так вот. Кстати, надо будет машину завести. Друзья, хотел вам показать вот такой вот хорошенький чехол для сигнализации Starline A93. Вот где-то нашел его в Валбересе, по-моему. Ага, звучит как реклама, Александр Евгеньевич. Нет, ссылки не будет, там их много, в общем-то. Но вот этот чехол очень хороший. Видите, он защищает его отовсюду. И вот с этой стороны, получается, наклейка там идет. Ну, не будет так тереться. И болванку вот такую вот сделал для ключа. Достаточно такая вот жесткая она идет. Немножко неудобно пользоваться, но нормально. Зато ключ вот от Нивы, кто не во воду, наверное, знает. Иногда в карман положишь, вот так сядешь, и он прям втыкается тебе в ногу. А вот этот не втыкается. У нас прошлый ключ тоже такой же был. Вот нормально. Да, мелочь, но приятно. Мелочь, но приятно. Заводим машину. Нужно будет включить печку, потому что очень холодно. Так, сейчас мы его передвинем. Вот так вот. Вот так. На первую скорость поставим, хватит. Печь здесь нормально работает. Кстати, делали печку вчера. У нас потек радиатор печки. И вот мы ее делали, только ночью закончили делать. И поэтому Сегодня будем проверять, да. Я видел кое-какие потеки там со стороны пассажирского сидения. Они были после уже ремонта. Поэтому сегодня это будет какой-то хороший тест. Мы проверим. Может быть, еще краник отопителя надо будет поменять. Посмотрим. Или патрубки. Вы посмотрите, друзья, как быстро опустилась темень. В лесу так тем более. Намного темнее сразу и очень холодно сегодня. Вот так. Вот с этой стороны мы расположились под деревьями. Уже машину завели, печку включили. Лиля наша что-то готовит. Красавица. Да, это картошечка. Картошечка. Что у нас там? Ага. Вот, класс. Картошечка, чеснок. Сейчас лучок еще достану. Ну, картошка у нас просто отменная. Нигде вкуснее не ел. Просто замечательная картошка. Кстати, пенал О, с приборами как повесила у вот нас. сюда вот. Как у нас здесь все, Здесь конечно. палочки, вот Ага. ложки, вилки там. Сегодня мы вам и не такое покажем. А, да, мы сегодня еще покажем. А вам там кое-что. виднеется что-то такое сладенькое, да? Да. Побалуем себя. Да-да-да, немножечко шоколадка. Вижу. чайком. Так что, друзья, вот так это все выглядит. Наш маленький домик на колесиках. Вот так. Машина заведена. Овощи возим вот в таком вот контейнере. Вот он вот так вот устроен. Специально для того, чтобы овощи, фрукты достаточно долго оставались свежими, не портились. Вот укропчик здесь у меня в салфетке. И он такой свеженький. Хотя уже он целый день у нас вот с нами катается. И помытый уже укроп. Помидоры помытые. Это очень удобный контейнер. Вот такой вот. Хотела вам показать, почему именно так мы пошили нашу сумку. Смотрите, когда летом мы будем перевозить, ну летом или зимой будем перевозить не газовую плитку, а какие-нибудь продукты, например. И чтобы не открывать целиком всю крышку, можно будет вот так вот раз с одной стороны приоткрыть, Да, это очень залезть, удобно. достать все, что нужно, и закрыть. И С той стороны аналогично, Да, ребята. то же самое и с этой же стороны у нас. Точно так же раз, открыли,
Залезли с этой стороны, все, что нужно, достали. Мгм. И чтобы тепло не потерять, или наоборот холод, чтобы не потерять. Вот таким вот образом. Ну, конечно, красота. Вы посмотрите, Это друзья, очень какая красота. Ручная работа. Нигде такое не купишь. Ну, если честно, я хочу, конечно, забрать ее под свои нужды, но Ну, пока... посмотрим, если я что-нибудь другое придумаю, сошью, тогда я эту сумку отдам Александру Евгеньевичу. Но пока ведутся переговоры. Да, все, будем доставать плиту. Ручка у нас съемная на сковороде. Это очень удобно при перевозке. Ну, так раз, прицепили, поставили и готово. А у нас здесь все в процессе. Вы посмотрите, какая красота. Картошечка. И в машине тепло так стало. Да? Ага, Мы, кстати, погасили двигатель. да. Да. А чтобы было вообще весело, сейчас мы здесь вот колонку свою включим. Так. Повеселее, да? Ну, смотрите, как будет весело. Так, по-моему, да? О, красота. Красота. Вот как она играет. И дает, кстати, такие радостные краски. Запах картошки дает радостный краски жизни. Кстати, уже есть охота, да? Да, есть охота. Мы решили просто пожарить картошечки, нарезать колбаски. В общем, все, У что у нас нас все есть. есть. Ничего. Ничего. Вот Так такие вот сидим. дела. Вот как классно все на улице выходит. Естественная вытяжка. Да. О, картошечка наша уже готова. Как шипит, уже с корочкой. Будем снимать с огня и накрывать на стол. Так, ну и все. Столик отодвинули вот сюда вот. Прямо придвинули к стеночке. И вот так вот с Александром Евгеньевичем здесь рядышком вместе сядем. Будем есть. Нарезали колбаски, достали хлеб, помидорки, укропчик и все дела. Сангенич там совсем Здесь заледенел. Угу. Околел просто. Обувь. Ощутимо тепло, да, здесь, Сангенич? А что-то упало, что ли? А, там, может, печеньки упали. Так, а где они? Печеньки, кстати, вкусные. Точно. Печеньки вкусные, сегодня с чаем Ну, пожуем. солененькие такие. Угу. Ну все, будем сейчас есть. Уже достали вилочки. Слушайте, ну здесь реально теплее намного. Ага. Так. И хлебушек черный у нас, да? Не просто черный хлебушек, он еще у нас какими-то вот со этими всякими семечками. орешками. Угу. Да. Очень вкусный хлебушек. Так, вот так будем делать бутерброд такой.
И закусывать картошечкой. Угу. Ну, пахнет, кстати, обалденно. Друзья, всем вам приятного аппетита, кто сейчас за столом. Приятного аппетита. Агрила. Колбаска у нас сервелат, по-моему, финский называется. Посмотрите, какая красота. Угу. Какая красота. Вкусно. Обалденно просто. Просто обалденно. Особенно на природе. Надо с колбасой есть. С колбасой вкуснее. Угу. Сегодня мы припозднились из-за работы. Пока закончили работу свою. Кстати, должны были приехать гораздо раньше. И темнеет сейчас очень рано у нас. Ого. Не понял. Мы уже очень сытно поели. Александр Евгеньевич понял. пытается выбраться из машины. Что такое машина? Тяжелый такой багажник. Кроме как ногой. Почему-то очень туго идет изнутри. Вы видели, да? Вы победили. Ничего себе. Александр победоносец. Да уж. Да там просто шумки наложили много, видимо, он тяжелый стал, как этот, я не знаю. Ну, в общем, мы очень сытно поели. Сейчас пойдем помоем посуду. И Надо заняться чаем. чаек, да. Хочется горячий чай. Кстати, стрёмно. Я сейчас наступил на пластиковый вот этот вот бампер, он меня выдержал. Ну, лучше не наступать. Лучше не наступать, да. Да, Ну, мы достаточно сегодня просто крепкий. забыли свой стул, который служит нам ступенечкой. Да, сейчас надо одеться, ребят. Очень холодно. Кстати, вы же градусник там повесили. Да. Кстати, Надо посмотреть, а на проверить. какое дерево я его повесил-то? Голова два уха, да. В темноте все деревья одинаковые. Ага. Кстати, есть пар, да? Давайте Сейчас не покажу, вижу. какое дерево. По-моему, с той стороны это было. Так. Да, здесь вижу. Так, вот наша машинка стоит. Здесь дерево. Ну-ка, сколько здесь? 4 или 3 градуса. Да. Холодно, друзья. Что? Время сладостей. Открываем. Похоже, даже шоколад замерз, да? Ну. Ничего. Вот так, не очень красиво, но зато вкус от этого не меняется. Надо поставить фонарик наш на пауэрбанк.
потому что он уже тусклый стал. Кстати, он, мне кажется, от холода тоже, да? Быстро холода? разрядился так. От холода все очень быстро разряжается. Но это еще не тот холод, конечно. Но мы Хотя- поняли, что он где-то 2 часа, ну, может быть, 3 от силы горит ярко, а потом все. А вот Ну, скоро начинается. придут морозы, Ага. скоро зима придет. И вот там мы посмотрим, насколько его хватит. Ну, понятно, что на улице там мы не будем его Да. включать, а вот в палатке посмотрим, насколько его будет хватать. О, ярко Так, прям, да? ну, надо щас Засветился. посмотреть. Вот так вроде должно быть ярко. Угу. Так, сейчас его Вот так сюда. вот. И этот же там мы закрепим. Вот так. Так, чай. Чай какой хороший, Ну да. крепкий Мы его получился. сколько раз? 3 раза, да? Угу. Туда-сюда. Прогоняли его трижды. Мгм. Теперь с Шоколад шоколадкой. наш. Затвердел сильно, но классно. Угу. Ты-дыщ. Ой, вкусно. Ой, вкусно. Какой крепкий, хороший. Это хорошее. Так совсем твердая стала. Угу. Вкусно. Угу. Какой вкусный. Ледяной. Ледяная шоколадка с горячим чаем. Угу. Еще? Ну, у меня есть. Ну, чай крепкий получился у нас. Друзья, сегодня мы вместе с вами проводим еще одну ночь в лесу, Угу. на природе. Не знаю, утром удастся нам рассвет такой красивый увидеть Если не или проспим. нет. Просто мы не знаем завтра, какая погода будет с утра. Будет туман или, может, пасмурно будет. Кстати, сегодня даже дождь обещали ну- сначала, а потом нет. На завтра вот оповещение пришло, что 20 метров в секунду ветер будет сильный. Сейчас вроде бы чуть-чуть стихло. Вот, но в машине тепло, в машине хорошо. А вам, друзья, всем желаем счастья, здоровья, мира и добра. Давайте, дыдыщ, дыдыщ. О, вкусно как, а? Мгм. Вышли подышать свежим воздухом. Ну, И- воздух свежий, да? Да, и заодно посмотреть, сколько же здесь у нас градусов уже. Было 4, да? Было 4, а упало до 0. Уже 0, да? Да, уже 0 градусов. Нормально. Поэтому так холодно. Да, мы думаем, что так холодно-то, а? Да, очень таки даже. Что, по грибы, по ягоды? Неудивительно, почему грибов нет. Да. Так что вот так вот оставим этот градусник, пусть висит. Посмотрим под утро, может быть там что-то еще изменится. Ну вообще обещали 0 градусов. Просто я не думала, что 0 это или так минус рано. Минус 1 же? нет, 0 там, по-моему. Минус 1, вот если ровно посмотреть, минус 1, по-моему. Ну, в общем, я там зафиксировала пусть как 0 0. будет. Посмотрим, в общем. Сейчас еще не настолько поздний вечер. Сейчас там что-то около 10, по-моему. Я имею в виду еще не глубокая ночь. Но при этом вот так вот холодно. Посмотрим. Будем потихонечку сейчас собирать столик. А чем удобно столик? Вот здесь просто крошки, да? Смотрите, раз. Все, чистый. Это очень удобно и быстро. Столик хороший. Друзья, вот такой вот органайзер мы шили своими руками. А точнее их 2 у нас. Вот еще второй.
смотрите, тоже вот из джинсовой ткани. Сверху колечко и 2 вот таких кармашка. А кармашки что собой представляют? Это когда-то мы, когда летали этой одной авиакомпанией, вот нам давали вот такие вот кармашки, такие на косметички похожие. И они на липучках. Вот так вот раз сворачиваются. Там всякие беруши были, зубная щетка, там расческа, ручка. В общем, вот такой вот наборчик нам давали. И мы решили, каким образом сделать органайзер. Взяли, пришили к джинсовой ткани вот такую вот липучку. И просто теперь приклеиваем наш кармашек от авиакомпании. Как будто бы получилась реклама такая, да? Но они, знаете, они так по размеру прям нам подходят. Здесь можно будет и свои телефоны на ночь ставить. Они очень вместительные, и пауэрбанки. Вот здесь. И крепкие. Ткань Да, хорошая и здесь. ко второму здесь точно так же вот Да, то же такой вот самое. подход. Да. И в моем органайзере там, ну, мои всякие штучки. Там, А это будет мой. косметика, телефончик, расческа и так далее. Это очень удобно, потому что когда вот вы спите в таком ограниченном пространстве, и часто нужно, допустим, пауэрбанк достать. А он, как всегда, это закон подлости, он будет вон там, в какой-то сумке или в На рюкзаке. самом дне. Да, и нужно будет выйти из машины, все там переложить и вытащить то, что вам нужно. Допустим, пауэрбанк. Да, а вот так вот будет удобно. Да, здесь будет стоять на зарядке. Да, уже у каждого, всё. можно сказать, свой шкафчик, да? Да, все очень удобно. И главное, вот как Лиля сделала с таким вкусом. Очень антуражно это все получилось. Ну, не знаю, мне очень нравится. Вот так вот будет это висеть. Сейчас подвесим. А еще мы пошили вот такую вот сумочку, в которой у нас хранятся такие вот вещи для личной гигиены. Ну, то есть там щетка, зубная паста и так далее. Тоже вот так вот удобно, чтобы не ковыряться где-то в рюкзаке при необходимости. А раз взял из сумочки. И все. Вот так вот все прямо на вытянутой руке. Спальное место мы полностью подготовили. И теперь покажем вам еще одну нашу обновочку. Сегодня будем проверять наше новое одеяло. А, вот отсюда она. Ну, такое легенькое. Да. Не знаю, насколько теплое. Ну, сегодня, конечно, мы еще и с печкой будем спать, но все равно. Так, вот такое вот одеяло у нас. Смотрите. На ощупь очень-очень 1,5 такое на 2 метра. приятное. Ну, кстати, да. Укрываться. Такой пух там идет. Ой. Ну, пух не настоящий здесь, искусственный Да. какой-то лебяжий написано. Смотрите, как классно. Да? Угу. Вот так вот, друзья, вот так вот. Будет классно. Угу. Но на этом обновки у нас не закончились. Мы покажем вам еще один ништячок такой, который тоже полезный будет, мне кажется, в автокемпинге, когда путешествуешь на авто и спишь в нем. Особенно в такой маленькой машинке. Особенно в такой маленькой машинке. Ну, для таких, знаете, маленьких людей, как мы, маленьких людей с большой душой, нам, в общем-то, такой машинки с лихвой, да? Да. Температура у нас опустилась, друзья. То ли там -2, то ли -3.
В общем, руки у меня замерзают. А у Александра Евгеньевича он сейчас попытался снимать на свой телефон. Телефон от холода что-то там забрыкался. У меня как Задергался. зимой вот уже телефон вот так, вот так вот снимает. Да, Снимать не может. замерзает. Да. Руки тоже замерзают Хотя он был в очень кармане. сильно. И вот такая Сколько вот там? -2 или темень. -3? Вот там, я не понимаю, то ли -2, то ли -3. Вот так вот темно. Мы одни. Кстати, иногда слышны звуки каких-то зверушек. Да, кто-то бегает Они здесь. бегают тут, ага. Кто-то ходит, подкрадывается так. Да. Ну, в общем, вот такая вот на 360 градусов темень. Вот так вот. Классно, да? Классно. А мы здесь совсем одни. Как всегда. Вот такую вот штучку мы приобрели. Это подставка для обуви. И вот посмотрите, как хорошо сюда вписалась она. Прям вот сбоку, в уголочке. Вот так вот сверху у нас здесь. Ну, шторки. Наша сумочка вот с этими щетками зубными. И вот здесь вот, прям под ними, в нише в такой. Вот оба кроссовка спокойно встали. И теперь осталось только Александр Евгеньевич кроссовки точно так же поставить. А дайте Кстати, я попробую. Кстати, она имеет 3 высоты. А, она регулируется, да? Да, да, отрегулировать можно. Это Так, самая это вот- низкая. А, это самая низкая. Мгм. Потом оно... А, вот так. Ага. Вот так? А Или можно еще просто выше? даже ее поднять? Самый высокий это А, вот, 3. вот так. Но я Все, боюсь наверное, сломать. уже. Ага, да, это максимально. Вот так, да, ставить? Или разницы как бы нету, да? Да, и точно так же. Так, ну-ка давайте теперь Один мои. кроссовок снизу. Снизу. А нет, заходит, да? Да, заходит. Так, у меня просто И размер пяточкой побольше. туда. Мгм. Слушайте, вот здорово. И стоит И действительно так. И вот так вот тоже в уголочке. Все, ничего не мешает. Ну, у Нивы здесь Слушайте. просто горловина, а так, в С принципе, той ну, стороны тоже горловина, нормально. а вот с этой стороны нет горловины. И поэтому так удобно. Ну, просто вот здесь у нас снизу мы подстелили пакетики, на всякий случай все ж таки. Вот А так, так да? вообще-то... Вот так он должен стоять. Ужас, заходит. Вот, Ну, смотрите. всё здорово, слушайте. А вот эта штука... А, здесь Она ограничитель, держит. чтобы не упал, да? Вот здесь вот, да, Ага. ограничитель Всё. стоит такой. Так что кроссовок точно не сползет. Ага, понятно. Ну, классно. Здесь под Вот огнем. такая мелочь, но это так приятно. Ну, удобно. Угу. Удобно. Все. Теперь здесь вот просто уже одеялком закроем. Что делать? Надо было здесь нам тоже взять, да, тряпочку какую-нибудь. Или как еще пакетик какой-нибудь полиэтиленовый, чтобы уже не касалось одеяла. Ну ладно, постираем одеяло дома. Ну, да. И в следующий раз уже будем умнее. Возьмем чем прикрыть. Вот так вот. Вот от этой стены задней, от багажника, от двери, ну, хорошенечко так дует. Прям холод такой идет. А знаете почему? Потому что здесь не стоит никакой уплотнитель. Ну, вернее, они стоят, но они особо там не держат вот ветер. Да, и поэтому там Вот холодновато. смотрите. Многие считают, кстати, багажник вот отсюда, вот до вот этой штуки. А вот в действительности вон он докуда идет. Видите? Мгм. Вот. Ну, проходит оттуда холод, что там говорить. Надо будет стелить вот эту вот штуку такую. Это кемпинговый коврик у нас. Он очень удобный. Да. Ага. И мы вот тоже стеночку вот таким вот образом утепляем. И с той стороны мы ноги чаще всего Да. да, используем. Хотела Вот сказать. Так, наверное, сделаем, да, наверное, хватит. И его вот так вот. Ага. Главное, чтобы с той стороны вам было теплее. Вот так вот утеплили. Кстати, печку уже включили. Вернее, машину завели. И еще нам осталось только повесить датчик угарного газа. Все, здесь от стеночки уже не будет дуть. Вот таким вот образом мы ногой будем касаться. И дуть не будет там нам.
поставить датчик угарного газа. Решил прогуляться немного. Машину заглушил, потому что стало очень жарко почему-то в салоне. Смотрите, сейчас уже 1:15. И посмотрел вот на наш градусник. Так, где? Смотрите, друзья, -6, -7 градусов уже. Очень холодно. Я хотел тут луну снять. И вот здесь глаза чьи-то были. Это то ли корсак, то ли лиса. Куда-то вот он в эти деревья убежал. Это я его не вижу, не берет камера. Сюда вышел. Здесь деревьев меньше было. Вот. Хотел луну снять. Ой, красота какая, смотрите. Да. Куда-то он убежал в эти деревья, в эти заросли. Не видно, в общем-то, его. Ладно. Доброе утро, друзья. Рассвет мы проспали. Уже за окном вот такое вот утро. Хотя сейчас 7 часов утра, но солнце уже вовсю светит. Сангенич, подъем. Александр Евгеньевич не просыпается. Друзья, всем доброе утро. Рассвет проспали, хотя он был, кстати, был виден. Такая лень одолела, и так и не вышел снять его. Дальше лег спать. В общем-то, спали мы вообще классно. Где-то часа в 3:40 где-то. Часа где-то в 3:40 до утра. Наверное, стало очень холодно, и пришлось включить печку. А потом она разогрелась очень быстро, и здесь прям вообще жарко стало. Пришлось опять ее выключить. Невозможно просто. Ну, там мы просто улучшили воздуховод. Кто знает, у Нивы идет весь дырявый воздуховод с завода. И когда мы делали печку, я его весь разобрал, помыл и весь загерметил, в общем-то. Сейчас действительно, оказывается, лучше стало работать. На первый взгляд не было этого видно, но в машине действительно просто очень жарко было.
Минус, конечно, не в том, что у него нет климат-контроля и нельзя пропустить вот этот печку через кондиционер. Но поэтому воздух высушивается, но спать, конечно, было очень жарко. Посмотрим, надо в более такие низкие температуры проверить как-то. Сангенч где-то там нашел грибочек. Пойдем посмотрим. Это так здорово проснуться в таком лесу. Красота. Ой, какой красавчик. Вот такой вот. Кстати, их здесь было два. Вот здесь вот ножка еще одна. Но она, по-моему, такая уже все трухлявая, подмерзшая там. Съел кто-то, наверное. Ага. И этот тоже, по-моему, старенький уже. Угу. Да. Там Сорвите его. под шляпкой. Но все равно сейчас срежу, посмотрим. Постель всю свою сложили мы. Ну и снова покажу вам, где мы хранили вещи всю эту ночь. Вот здесь вот аккуратненько сложили все свои сумки. Столик здесь. Чайник с кружками ставили на торпедку. Там у нас чай еще был. Еще попивали ночью. Ну и здесь под стульями у нас оставшиеся какие-то вещи тоже. Все прекрасно умещается, даже несмотря на то, что нет багажника. Вот. И там на переднем сиденье тоже, на водительском тоже рюкзак у нас. Так что можно спокойно в такой маленькой машинке ездить, путешествовать, ночевать. И при этом не оставлять вещи где-то там за машиной. Мало ли, дождь пойдет. Или зверьки всякие будут приходить в гости. Кстати, этой ночью там кто-то у нас здесь действительно ходил. Рядышком с машиной. Собрали несколько ягодок. Сейчас закинем тоже в чай. Ароматный сделаем такой на завтрак, лесной чай. Чуть-чуть они сейчас у нас проварятся, дадут свой аромат. И потом закинем уже чай. Всем приятного аппетита. Приятного аппетита. Такой завтрак в лесу.
Класс. Просто класс. Ягодки какую-то кислинку дали. Попробуйте. Такой чай вкусный лесной, друзья. Прям вот кисленький-кисленький, бодрящий. Обалденный просто С чай. утреца классно. Не крепкий. Здесь заварки немного положили, а вот эти вот ягодки дали такой аромат. Изумительный. Да, уже такой старенький стал. Хотя вроде бы по размеру не похож на старенький, но промерз походу. По ночам холодно. Ну вот такой вот красавчик. Чувствуется, что осень пришла, глубокая.